Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня мы с вами хотим поделиться одним словом, всего лишь одним словом, которое может изменить вашу жизнь. И обязательно используйте это слово в своей жизни. Что это за слово и почему именно это слово влияет на нашу жизнь, друзья, далее в этом видео. А прямо сейчас, друзья, подпишитесь и поставьте лайк этому видео. Таким образом, вы оплачиваете наш труд. Итак, друзья, слова исполняют наши мечты. И любое слово, сказанное нами, несет определенную энергетику. Вспомните, если вы кому-то желаете добра, любви, мира, гармонии, и вы видите, что человек вам также начинает говорить такие же слова. Человек находится на такой же вибрации, как и вы. И представьте себе даже другую ситуацию, когда вы приходите куда-то с прекрасным настроением, а человек, к которому вы пришли, это может быть какое-то государственное предприятие, учреждение, человек с вами говорит не тем тоном, он вам фыркает, возможно, несет какой-то негатив. И когда вы ему посылаете любовь, энергию, гармонию, вы видите, что в его глазах происходит что-то непонятное, хаос. Почему? Потому что вы ему несете позитив, вы ему несете любовь, а он привык к этому питаться этой энергией, а у него это не получается, и у него происходит хаос в его сознании и в его теле. Поэтому, друзья, наш мир создается человеком, словами, мыслями, действиями, мыслеформами. И, конечно же, языки разных народов предназначены не просто для обмена информацией между людьми. Слова являются важным средством для формирования жизни каждого человека. Но очень здесь важно правильно пользоваться своей речью для того, чтобы создать события, либо целую жизнь и создать в достаточно прекрасном и позитивном русле. Запомните, все, что вы произносите в этой жизни, все имеет значение. Например, стол. Человек здесь подразумевает мебель, которая предназначена для того, чтобы ему было удобно там писать, кушать, разговаривать, например. А теперь представьте пикник, и вы расстелили на земле подстилку, на которой сложили продукты, овощи и всякие вкусняшки, друзья, и это вы тоже назовете столом. Поэтому, друзья, озвучивая любое слово, мы осознанно или неосознанно видим картинку, после чего создаются наши мысли, либо мечты, за которыми следует уже и действиями. И стало быть, любое слово живет и рождает наши и мысли, и действия в нашей голове. И чтобы научиться руководить своей жизнью, надо уметь справляться со своей речью словами. Каждое слово имеет энергетику, которая чувствуется во время произношения, а не написания. Энергетика речи образовывалась в самые долгие годы. И если вы посмотрите на жителей различных времен, и в значение слов вносились определенные коррективы. Конечно же, существуют такие слова, которые имеют одинаковые энергетические свойства на всех языках мира. И именно эти свойства и являются основой слова. Во время произношения мозг выдает большое количество информации о словах и разные значения на выбор. И мир воспринимает только энергетику слов. Он не может понять эмоции людей и их внутреннее состояние, не может знать всех переживаний, поскольку эмоции относятся к каким-то личным критериям. Однако одни и те же фразы в различных ситуациях и в различных интонациях могут быть по-разному рассмотрены. Вы могли бы перед фразой испытывать даже определенное какое-то настроение, а могли просто внезапно что-то произнести. Это, друзья, значит о том, что необходимо в обязательном порядке всегда следить за своей речью. А это довольно непросто. И чтобы справиться с этим, надо знать важное и, наверное, самое главное слово в наших словах, в нашей речи. Это слово «благодарю». Вы знаете, энергия слова «благодарю»
она достаточно колоссальна. Она делает сильнее всех людей в мире. Когда вы говорите слово «благодарю», вы не просто говорите слово «благодарю», вы посылаете в дар благо. И данный дар возвращается к вам еще и с большей силой. Поэтому, уважая себя, вы показываете это окружающим, рассылая добро и принимая его в ответ. Вы знаете, все исследователи подтвердят, что с людьми происходят определенные события, если они непременно и непрерывно думают об одной или иной ситуации. Поэтому вот прямо сейчас вы просмотрели это видео, прослушали, и в обязательном порядке всегда говорите слово «благодарю», потому что это слово имеет реальную магическую энергетику. Для того, чтобы вам было легче привыкнуть к такому образу общения, пробуйте говорить это любому человеку, которому, если вы хотели бы сказать человеку спасибо, скажите «благодарю». Используйте это слово, и оно непременно вам поможет. А если вам говорят «благодарю», какое же вы должны сказать слово? Друзья, скажите следующую фразу «во благо», и эта фраза вам поможет. И у вас будет баланс в энергетике, и, соответственно, вы не будете принимать тот негатив, который вам посылают люди. Поэтому благодарю, во благо, простая формула, состоящая буквально из нескольких слов, которая работает всегда прекрасно и чудесно. Кроме того, возможно, вы заметите, когда вы начнете говорить слово не спасибо, а благодарю, вы увидите, как люди начнут по-другому воспринимать вас и ваши слова. Если вы никогда не произносили еще слово «благодарю», хотим вам дать маленький совет. Перед тем, как вы выйдете на улицу и начнете благодарить людей, говорить слово «благодарю», нести им благо, потренируйтесь возле зеркала. Почему? Потому что первое время вас даже будут самих коробить, возможно, или вам будет даже тяжело произносить это слово «благодарю». Или вы просто будете забывать это слово. Такое тоже возможно. Почему? Потому что наше сознание нужно перепрограммировать. И для того, чтобы перепрограммировать, нужно повторить определенное число раз. Кому-то достаточно записать, сказать один раз вслух, запомнить и повторять. А кому-то нужно и определенное число раз. Вы сами лучше знаете свое тело, знаете свой мозг и знаете, как вы работаете. Именно ввиду тела и ваш мозг. И когда вы научитесь это произносить, то для вас это будет уже легко. И вы будете нести таким образом энергию любви, энергию изобилия, энергию достатка. Отправляя людям, вам люди так же само будут отправлять эту энергию. А эта энергия, друзья, изобилие, вселенская энергия, которая помогает сделать и осуществить многое в жизни каждого человека.